Ну что ж, начинаем тестирование печки для зимнего похода, которая сделана из титана, и я имею на нее большие надежды. Она легкая, она должна работать, конструкция не новая и вроде бы как проверенная. Вот и печка. Расположили ее на бэкьярде. Труба. Вещь довольно компактная. Размерчики у нее небольшие. Посмотрим, какого размера дрова в нее можно засунуть. Ну вот, максимум 33 сантиметра. Вероятно, 30 будет достаточно. У нас тут есть какое-то количество дров. Придется их обработать, попилить и поколоть. Ну, примерно, я думаю, примерно подходит в районе 30 сантиметров. То, что не полезет, будем допиливать. Инструмент готов. Ну и, соответственно, то, что большое, будем колоть. Ну что ж, дрова отсортированы. Вот эти вот по длине подходят в печку. Вот эти мы пока трогать не будем. На один момент труба длинная. И вот здесь вот пришлось ее привязать на две растяжки. Но предположительно, когда она в палатке, этого не нужно будет. Вот еще у нас один участник тестирования. Окей, дрова у нас есть, будем зажигать. Вот, и посмотрим, как это все работает. Тяга должна пойти с трубы. Пойдет? Правильно. Что значит сухие дровишки? Ну что, двери закроем? Сейчас может разгорится. А так ты закрой, она под своей тягой должна. У нее там снизу дырочки. Ну да. Эй, рукавицы. Ну, тяга есть. Тяга пошла. Дым идет сверху. Тяга идет. Дымит.
Из щелей никаких дым не идет. Нам не видно во всяком случае. Ну, совсем хорошо горит. Пламя бушует вовсю. Вообще мощно. Вот. Но мы не будем пока прикрывать. Почему? Пока она вся не посинеет. Нам надо, чтобы она вся выгорела. А потом мы будем уже тестировать дампер и контроль воздуха. Вот, теперь мы на нее поставим еще и кастрюльку с водой. Потому что на этой плите надо еще и готовить. Ну что, горит хорошо. Тяга хорошая. Вот когда она сейчас вся разгорелась, из трубы вообще ничего практически не идет. Да, чисто. То есть просто горячий воздух. Греет очень сильно. То есть трогать ее нельзя, она горячая. Должна греть, в принципе, нормально. Про Диманс ты это записываешь? Видишь, как дым прям идет мощный раз. Да, это вот просто приложили к поверхности на 10 секунд. То есть Вот, там посмотри. реальная температура. Будь здоров. Прикинь, сразу дерево сейчас загорится. Да, дым идет, дым идет. Вот. Она уже у нас вся посинела частично. Труба еще не очень. Вот, дыма нет никакого. Разогрелось уже все. Пламя бушует. Очень хорошо. Реальный камин. Комфортно, комфортно с ней. Только дотрагиваться нельзя. Не надо. Ничем. А что у нас в кастрюле происходит? Кастрюля у нас. Пузыречки потихонечку уже. Теплая вода. Да, теплый. Не горячая, но теплая. А, ну сейчас закипит скоро. Прикрыли мы сейчас дампер, она у нас сейчас пошла в медленном режиме гореть. То есть воздуха мы ей не даем практически. Огонечек, тем не менее, она держит. Наверное, надо чуть-чуть побольше воздуха. Как у нас с регулировкой? Мы можем чуть-чуть побольше. Упс. Угасили. Угу. Прям заметно. Опять поло, опять уже все загорело. Тяга хорошая. Реально. Да, регулируется она неплохо. Нужно, естественно... А, у нас кастрюлька закипела. Угу. Есть такое дело. Водичка закипела. Вот прошло всего несколько минут. Минут 10, наверное, минут 10 все равно прошло. Даже Ну, 15. сколько-то, я не знаю, мы не засекали. Ну, но- литр считай, да? Да, тут литр ровно. Может быть. Да, тут ровно литр Может, чуть побольше. по метке. Вот, сейчас еще возьмем сковородочку и что-нибудь над ней поджарим. Чай готов, господа присяжные. Ну, для теста мы еще сейчас зажарим себе какой-нибудь продукт. Горячий, быстро становится. На еду тепла хватает 100%. Водичку только что согрели. Ага, как пахнет уже. Вкусно. Для ускорения процесса
это все мы превратим в омлет. Ты ее поставь, она у тебя остывает-то быстро. Все готово. Все готово. Ну что, Вперед. пробуем. Нормальное яйцо. Ничем не отличается Да. от готового. Ничем. Да-ка. Вот так вот. Я бы сказал, еще вкуснее, чем на обыкновенной плите. Почему? Потому что к тому времени, пока вы ее приготовите, и вы и согреетесь, и больше проголодаетесь. Ну да. Вот интересный эффект. Она у нас сейчас работает на полной тяге. И в темноте видно, что у нее верхняя крышка аж прямо нагрелась до красноты. Вот. Но титан, он нагревается хорошо, до красна нагревается. По нему видно, как он нагрелся. Там очень горячо в этом месте. Дима говорит, реально рука не терпит в этом месте. То есть там очень горячо на полной тяге. Ну что, будем считать, что эксперимент прошел удачно. Мы теперь ее просто дадим ей прогореть до конца и после этого соберем.